Какой замечательный вечер, какой замечательный вечер. Сегодня воскресенье, поэтому я не работаю, я отдыхаю, я могу гулять с Мартином. Сегодня воскресенье, поэтому я отдыхаю. Несмотря на то, что завтра рабочий день, я отдыхаю, я не думаю о работе. Несмотря на понедельник, я не думаю о работе, ничего не планирую, не думаю о завтрашнем дне. Сегодня воскресенье, поэтому я отдыхаю. Хотя иногда я начинаю думать о студентах, об уроках, о подкасте. Хотя иногда я об этом думаю, но я стараюсь по воскресеньям меньше думать о работе. Сегодня воскресенье, поэтому я отдыхаю. Несмотря на, хотя, поэтому, потому что студенты часто путают эти слова. Потому что одни слова являются союзами, другие слова являются предлогами, третьи слова являются наречиями. Но мы сегодня не будем говорить о том, какой частью речи являются эти слова. Мы сегодня будем гулять с Мартином по парку. И несмотря на то, что сегодня воскресенье, я все-таки решил записать этот влог для вас. Хотя Мартин совсем не хочет сегодня записывать влог. Мартин, как всегда, хочет гулять, Мартин хочет играть, поэтому он не хочет меня слушаться. Мартин, идем! Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Всем привет! Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Это Мартин. Мартин, скажи привет. У Мартина сегодня плохое настроение, поэтому он сегодня не реагирует на мои просьбы и вообще не реагирует на то, что я ему говорю. Хотя обычно Мартин достаточно милый, он дружелюбный, он очень добрый, но сегодня у него плохой день. Сегодня, друзья, мы будем гулять по парку, и вы услышите, как мы по-русски обычно используем несмотря на то, что, так как, поэтому, потому что. Друзья, если вы со своим преподавателем учитесь по замечательному учебнику .ru B1.1, и если вы как раз сейчас проходите урок 1.2, это видео вам очень поможет, потому что это видео для студентов, чей уровень примерно B1. Несмотря на то, что это видео предназначено для студентов уровня B1, я думаю, студенты уровня А2 или студенты уровня B2 тоже могут посмотреть это видео, чтобы узнать, как и когда мы говорим «хотя», несмотря на то, что и так далее. Причина. Всегда есть причина, почему мы делаем то или иное. Почему я сейчас в парке? Я сейчас в парке, потому что Мартин хочет гулять. Мартин хочет писать, Мартин хочет какать, Мартин хочет играть с другими собаками. Причина, почему я сейчас в парке? Так как Мартин хочет гулять, я сейчас в парке. Я мог бы сидеть дома, смотреть телевизор, но я сейчас в парке, так как Мартин хочет гулять. Я сейчас в парке, потому что Мартин очень хочет гулять. Причина. Это причина, почему я сейчас в парке. Мартин очень хочет гулять, поэтому я сейчас в парке. Я мог бы сидеть дома, но Мартин хочет гулять, поэтому я сейчас в парке. Это следствие. Мартин хочет гулять, это причина, поэтому я сейчас в парке. Это следствие. Мартин, почему ты бежишь? Мартин бежит, потому что он хочет на площадку. Мартин бежит, потому что он хочет на площадку. Так как Мартин хочет на площадку, мы сейчас в парке, и он сейчас бежит. Это причина. Так как мы сейчас, друзья, в парке, здесь много детей, то здесь очень шумно.
так как мы в парке, очень шумно, потому что дети кричат, ездят на самокатах, играют в футбол. Дети такие активные в Испании, поэтому в парке шумно. Русское радиошоу. Несмотря на то, что на улице достаточно прохладно, я надел легкую весеннюю куртку. Несмотря на то, что на улице прохладно, я надел легкую весеннюю куртку. Несмотря на холодную погоду, несмотря на холод, несмотря на ветер, я надел легкую весеннюю куртку. Лучше было бы надеть теплую зимнюю куртку, но несмотря на низкую температуру, несмотря на холодную погоду, несмотря на холод, несмотря на ветер, несмотря на то, что холодно сегодня, несмотря на то, что достаточно прохладно сегодня, я надел легкую весеннюю куртку. Немного холодно. Несмотря на то, что на улице холодно, кто-то занимается спортом. Посмотрите, несмотря на то, что холодно, они занимаются спортом на улице, и они занимаются спортом без шапки. Как это возможно? Хотя на улице сейчас прохладно, хотя это не лучшая погода, чтобы заниматься спортом, они занимаются спортом на улице. Они могли бы заниматься спортом в фитнес-клубе, но они занимаются спортом на улице. Молодцы. Наконец, друзья, мы пришли на площадку для собак. И хотя собак не очень много, одна собака, 2 собаки, 3 собаки, 4 собаки, 5 собак, 6 собак, только 6 собак на площадке. Несмотря на то, что собак не очень много, я думаю, Мартину понравится. Мартин, идем. Так как мы в Барселоне и так как здесь очень много карманников, я думаю, вы знаете, в Барселоне очень много карманников, я лучше спрячу свой телефон. Так как в Барселоне очень много карманников, лучше не держать телефон в руках. Лучше телефон спрятать в карман. Так как в Барселоне очень много карманников, лучше быть осторожным. В Барселоне очень много карманников, поэтому лучше быть осторожным. Вы заметили, что поэтому мы никогда не ставим в начале предложения. Нельзя сказать «поэтому я кладу телефон в карман». Это странно. Поэтому всегда в середине предложения, очень редко в конце. Очень редко. Обычно в середине. А вот так как может быть в начале предложения и в середине. Так как Мартин капризничает и плачет, и лает, и гавкает, мы сейчас пойдем с ним на площадку. Мы пойдем на площадку так, как Мартин лает, гавкает и капризничает. Мартин гавкает и капризничает, поэтому мы идем на площадку. Мартин капризничает, потому что у него сегодня был плохой день, у него плохое настроение. Так как у Мартина плохое настроение, он сегодня очень капризничает. Мы сейчас на площадке. Здесь сколько? 7 собак или 6 собак, я уже не помню. Мы сейчас на площадке, здесь есть собаки, поэтому я надеюсь, что Мартин сейчас успокоится, не будет капризничать, будет бегать с другими собаками, и настроение его станет лучше. Так как Мартин сейчас с собаками, я могу спокойно постоять, посмотреть, какой красивый парк. Дети играют в футбол, несмотря на то, что уже поздно, несмотря на то, что уже 9 часов вечера. Дети играют в футбол. И хотя уже 9 часов вечера, дети играют в футбол, они еще не хотят идти спать. Несмотря на то, что завтра нужно этим детям рано встать. Завтра эти дети должны рано встать, чтобы пойти в школу. Несмотря на это, они допоздна играют в футбол. Несмотря на то, что их родителям завтра нужно рано встать на работу, их родители должны завтра рано встать на работу,
Родители играют с детьми, у всех хорошее настроение, никто не думает о том, что завтра рабочий день. Молодцы испанцы. Я все-таки человек с русским менталитетом. Я еще не умею наслаждаться жизнью. Несмотря на то, что я уже 3 года живу в Испании, у меня все равно еще русский менталитет. Я не умею радоваться жизни. Я всегда думаю о трудностях, о проблемах, о работе, о чем-то плохом. Несмотря на то, что я уже 3 года живу в Испании, я еще не научился расслабляться, наслаждаться жизнью. Хотя я должен сказать, что прогресс есть. Хотя ситуация улучшается. Хотя мой менталитет немного меняется. Чуть-чуть меняется. Я уже могу, например, между уроками выйти на улицу, сесть в баре или в кафе, выпить чашечку кофе. Раньше я этого не делал. Но так как я уже 3 года живу в Испании, я уже потихоньку учусь наслаждаться жизнью, расслабляться и просто все делать с удовольствием, как вы с удовольствием изучаете русский язык, да? Ой, как много детей, как много детей, как много детей. Они все шумят, кричат, поэтому я должен закончить этот влог. Несмотря на то, что сил у меня много, несмотря на то, что у меня много энергии, я мог бы, конечно, и 2 часа говорить с вами, но так как здесь очень шумно, я должен закончить этот влог. И я надеюсь, что вам нравится русское радиошоу, я надеюсь, что вам нравятся влоги, подкасты, видео, которые я записываю. Я надеюсь, что все это вам нравится, поэтому вы обязаны поставить лайк и написать комментарий. Договорились? Все. И самое главное, изучайте русский язык с удовольствием. Так как Мартин уже хочет домой, все, заканчиваем этот влог. Все, пока.